здесь когда-то все было засыпано глиной, да, сплошняком, но люди вырезали себе пространство для обитания, и вот она, эта глина. Так, видите, здесь реставраторы уже оставили метки свои. Не знаю, что они с этим будут делать. Вот эти вот тончайшие пропилы, везде. А вот это вот выступает. Смотрите, вот этот ободок, он выступает. Да, то есть вот это у нас квадратный такой как бы постамент получается, и из него торчало что-то. Мы не знаем, лингам это или не лингам, но очень похоже, что это был лингам. Это все не видело свет несколько столетий. То есть это было раскопано только в прошлом году. Никаких тут вам зубил. Посмотрите, как это здесь сделано. Вот. Смотрите. Ну и вот эти надписи, конечно, на колоннах, они особо впечатляют. Да, как я сказал, в принципе, больше мы практически нигде не встречаем надписи на колоннах. По анкорским меркам это гигантский лингам. По меркам Коке это крохотный лингам. Здесь можно ходить, а вот внутрь заходить нельзя. Так как за мной никто не следит, то я сюда спущусь. Тут у нас не Египет, не Турция. Тут у нас все очень расслаблено. Поэтому я сюда проник и показал вам. Все это было под землей. Представляете? И вот только-только увидела свет. Еще даже года не прошло. А в длину он у нас получается 230. Вот, 75 на 230. Вот такой вот совсем не маленький лингам. Всем привет, друзья! С вами канал Мир на блюдечке, а в Камбодже раннее утро. Выехал я сегодня из дома в 7 утра, сейчас где-то 7:30, и отправляюсь я опять в очень насыщенное путешествие. Не мог подобрать сразу эпитет. В общем, ехать мне сейчас где-то 100 километров до древнего города Лингапура, Коке, да, как он сейчас называется, где находится знаменитая пирамида смерти. Фильмов о Коке у меня вышло уже бесчисленное количество на канале. Смотрите, пожалуйста. Вот. Но сегодня я еду туда не просто так, не просто чтобы снять очередной археологический объект. Дело в том, что в Коке сейчас проводятся раскопки. И довольно-таки много они там накопали. Надеюсь, что ничего еще не убрано, потому что артефакты действительно потрясающие. Когда я там был последний раз, сейчас скажу, месяц назад. Да, месяц назад все еще было на месте, а может быть что-то и новенькое добавилось. Вот сейчас посмотрим. Но это не единственная цель моего сегодняшнего путешествия. Раз уж я еду так далеко, то я решил захватить еще один интереснейший, огромный объект. Опять пирамида. Находится там, куда Макар Теля точно не гонял, то есть совсем-совсем в глуши. У меня уже был неприятный и неудачный опыт, связанный с этим объектом, когда мы с Андреем в прошлом году пытались туда попасть, в итоге заблудились, в общем, с нами произошли какие-то мистические события. Совершенно была невероятная поездка, как мы выжили, я не знаю. В общем, это было жутко, но сейчас я изучал спутниковые карты и нашел еще одну дорогу, которая все-таки предрекает мне успех. Да, я надеюсь, что я все-таки сегодня туда попаду. Но это уже будет в следующем фильме. А вот этот вот фильм будет посвящен новым раскопкам в Лингапуре. Что же нашли в этом странном городе? Да, действительно, город очень странный. Он не похож ни на один город на территории Камбоджи. То есть это совершенно какая-то уникальная история, построенная абсолютно точно совершенно не теми людьми, которые строили Анкор или Самбор-Парикук. Совсем другие технологии обработки камня, все другое, абсолютно все другое. Ну и все каких-то гигантских размеров. Знаете, все, что там не находили, статуи, например, да, они все были гигантских размеров. Ну, давайте я сейчас могу еще долго вам читать эти лекции. Наверное, пора все-таки отправляться в путь. Вот мой верный конь ждет меня. Ну, кстати, давайте я вам еще тут кое-что покажу. Я сейчас нахожусь у подножия горы Пномбок, на вершине которой был найден 7-метровый лингам. Там он сейчас и лежит. Вот, посмотрите, видео есть у меня об этом изумительном тоже объекте.
А здесь, посмотрите, срез глины. Вот, видите, здесь когда-то все было засыпано глиной, да, сплошняком, но люди вырезали себе пространство для обитания. И вот она, эта глина. Многих интересует этот вопрос. Вот я вам ее сейчас с удовольствием и покажу. Надеюсь, тут собак нет. Надеюсь, нет. Вот, это совершенно однородный материал. И даже то, что мы считаем за камушки, это на самом деле не камушки, а они рассыпаются. Просто комкуется глина и все. А так эти камушки, они все рассыпаются. То есть такая однородная довольно структура. Вот, посмотрите, вот свежий срез глины, да, все чистенько, никаких вам там ожидаемых камушков и тем более ракушек нет. Ну что, друзья, теперь уже, пожалуй, пора и отправляться, потому что основная моя задача сегодня вернуться до заката, да, а время приближается уже к 8 утра. Я тут съехал с главной дороги на плантацию кэшью. Кругом растут деревья кэшью. А съехал я для того, чтобы показать вам один интересный объект, который сейчас тоже раскапывался. Вот буквально совсем недавно, когда? Весной прошлого года, весной 25-го года. Сейчас где-то он здесь прячется у нас. Он был засыпан вот до весны 25-го года, а сейчас его уже активно реставрировать собираются. Вот, кирпичи, я вижу, понавезли. Мужик тут убирается. Давайте посмотрим, что они тут раскопали, раз уж у нас сегодняшний фильм посвящен свежим раскопкам и свежим находкам, то заедем и сюда. Так, sustai. Ну вот, видите, понавезли новых кирпичей для реставрации. И вот этот вот пьедестал, стилобат, как мы его назовем, платформа, на которой расположены кирпичные башни. Вот это все только раскопали. Уровень засыпа был, ну вот видите, где кучка заканчивается. Вот так здесь все было засыпано. На канале уже есть фильм об этом объекте. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот сейчас будем смотреть, что они тут обнаружили. Обнаружили они кое-что. Так, видите, здесь реставраторы уже оставили метки свои. Не знаю, что они с этим будут делать. Ну вот, видите, раскопано, скорее всего, не до конца. Ну, совершенно точно раскопано не до конца. То есть тут еще вниз на самом деле копать и копать. Ну, как минимум метр, может и больше. Вот здесь какие-то находки лежат. Давайте посмотрим. Ну вот, прекрасные, конечно. Прекрасные листики лотоса. Кусочек балясины. Ну вот тоже кусочек балясины, как видите. Вот это вообще потрясающе, смотрите. Посмотрите на вот это вот. Вот эти вот тончайшие пропилы, везде. А вот это вот выступает. Смотрите, вот этот ободок, он выступает. То есть тут вот все убрано. И он вот такой вот остренький, и он нигде не скололся, ничего, да. Ну, в свое время. Сейчас-то понятно, уже 1000 лет прошло. Ну, в общем, вот такое вот как сделать, да, на каком фантастическом токарном станке такое возможно вообще сделать. Ну, здесь уже реставрация вовсю идет. То есть вот еще 2 года назад этот комплекс был весь засыпанный. Да, я сейчас иду по тому месту, которое было под землей. Ну и вот сейчас его будут реставрировать. Не знаю зачем, он находится в глуши. Это прям очень далеко от Анкора, от Сiem-Репа. Никаких туристов здесь, конечно, никогда не будет, потому что, ну, кто сюда попрется в такую даль. Комплекс, конечно, интересный. Ну, вот реставрация, видите, вот она, современная реставрация.
Просто строим новые стены из кирпича с кучей раствора, естественно. Переходим вот сюда, вот здесь оригинальная кладка. И здесь уже, как вы видите, никакого раствора нет. Да, вот древние не пользовались раствором. А вернее, они пользовались раствором, только это раствор был растительный. Какая-то смола дерева. Что тут еще интересненького? Кусочек барельефа. Совсем неплохого барельефа. Вот эти тонкие тоже линии, да? Вот они же уходят довольно-таки глубоко. Вот эти линии. Ну, в общем, вот такая потрясающая работа. Кусочек иони из розового песчаника, кстати. Это очень интересно, очень твердый сорт. Розовый песчаник. Здесь интересно. Ага, и мы попадаем вот в центральную башню. Вот она, центральная башня. Здесь, по сути, у нас ничего интересного нет. Ну, комплекс у нас этот называется Тропенг-Чорн. И датировка там, наверное, 10 век, я предполагаю. Ну, судя по тому, как это выглядит, да, датировали его, скорее всего, 10 веком. Я хоть снимал видео, но я уже не помню. Ну, знаете, все эти датировки, они очень условные. Вот, это библиотека. Здание неизвестного предназначения. Ну и видно, да, что забор недораскопан, забор слишком низкий. То есть тут еще, конечно, нужно копать. Я совсем сюда ненадолго заехал, ну просто раз уж мимо еду, подумал я, то давайте посмотрим, чего они там тоже раскопали еще. Так как сейчас работы довольно активно ведутся, реставрационные, к сожалению, но они влекут за собой, естественно, и раскопки, что не может нас не радовать. О, посмотрите, вот я вам фантастику нашел. Класс. Тут тоненько все было. То есть тут какой-то листик был, такой тоненький. Да. Сегодня погода, конечно, странная. Как будто бы должен пойти дождь, но дождя, конечно, никакого не будет. Довольно сильный ветер. Здесь интересная особенность, кстати, я показывал уже в своем видео когда-то, что здесь идут колонны из латерита, потом сверху детали из песчаника. Ну вот капитель вот этой колонны, она изготовлена из высококачественного песчаника с пропилами, с каннелюрами, со всеми делами. Потом еще сверху идут вот эти блоки песчаника, совсем не маленькие, видите, вот. Вот он тянется, этот блок, а сверху еще кирпичная была крыша. На все три вида. Кирпичи здесь интересные, они такие светленькие. В отличие от кирпичей, скажем, в том же Анкоре или в Коке. И они такого довольно густого красного цвета. Ну, такого же цвета, как вот реставрационные здесь кирпичи. А вот блок, конечно, лежит огромный. Вот этот. Ух, мощь, мощь. Ну, в общем, ничего такого супер фантастического они тут, судя по всему, не раскопали. Но если и раскопали, то уже увезли. Уже увезли, и мы вряд ли узнаем, что они там находили. Вот, кстати, этот засып. Что здесь у нас? Ничего, песок, песок, песок. Ну, такой,
вполне себе естественного вида. А здесь посмотрите, сколько кирпичей лежит, видите? Ух, какое огромное количество древних кирпичей. Это они, очевидно, расчищали и выносили их все сюда. Так, что мы тут еще можем обнаружить? А вот кэшью давайте посмотрим. Долго им еще вызревать-то. Смотрите. Только начали. Такой запах ароматный идет от деревьев кэшью всегда. Только начали. Так, посмотрим, что у нас там еще есть интересненького. Собаки. Собаки добрые. Посматривает так немножко на меня. Но в целом не реагирует. Ну правильно, какие-то непонятные левые люди приехали. А вот посмотрите, какой фигурный кирпич. Это не камень, это вот кусочек кирпича. Видите? Фигурный кирпич. Так, вот здесь у нас тоже лежат. О, друзья, смотрите, какую интересную вещь я обнаружил. Во-первых, это идеально обработанная иони, да? Но она практически отполирована. Тут, к сожалению, все в пыли, в грязи. И здесь, посмотрите, из нее что-то торчит. То есть тут что-то было, очевидно, лингам, который был просто встроен в ионе. И посмотрите, как тут аккуратненько все сделано было. Да, то есть вот это у нас квадратный такой как бы постамент получается, и из него торчало что-то. Мы не знаем, лингам это или не лингам, но очень похоже, что это был лингам. Много всяких интересных деталей оформления. Вот чем мне нравится этот просад Кхчорн, тем, что тут очень много обломков совершенно фантастических балясин. Они везде валяются здесь. Вот, смотрите. Везде, везде, везде. Вот, видите, балясинки, кусочки. Вот балясинки. Пожалуйста. Смотрите, какая красотища. Вот. Видите, как тут все проработано везде. Ну, фантастика, ребят. Просто фантастика. Ну, вот тут ярко выраженные следы резца мы видим. Вот. Тут прям все очень хорошо видно, да? Замечательно, просто замечательно. Вот таких объектов очень много. При нем еще был, естественно, опять же, гигантский водоем. А как же без этого? То есть водоемы у нас здесь в Камбодже везде, при всех так называемых храмах, при всех археологических объектах. Так, что за барельеф? Ну, тоже неплохой барельеф. Это, конечно, не прям на 5 с плюсом, как мы видим иногда, но тоже вполне себе очень приличный даже барельеф.
И все это окружено забором из латерита, а тоже вот эти вот канелюры, пропилы, которые сделаны в верхних блоках. В общем, все так украшено. Кладку нам сейчас оценить довольно сложно в силу того, что латерит эродировал на гранях, да. Ну, в целом кладка, наверное, была, конечно, идеальная. Ну вот, посмотрите, тут сохранившийся стык между блоками, более-менее сохранившийся, да, и там все пригнано, конечно, идеально. Но в этом нет ничего удивительного. Удивительно было бы, если бы мы в Камбодже нашли что-то не идеальное. Ну, вернее, как? Конечно, находим. Конечно, находим и не идеальное, но это, как правило, да, перестройки более поздних веков. А вот здесь мы видим, кстати, высоту забора настоящую. Вот, видите, вот это вот у нас нижний уровень. Может быть нижний уровень, а может быть начало стены, которая уходит еще глубже. Ну, 50 на 50, ребят, честное слово. Тут вполне может быть еще одна стена глубже. И в этом ничего удивительного, конечно. А я тогда поеду дальше. Едем в Лингапуру. Время поджимает. Хочется вернуться до заката домой. Поэтому едем. Едем в Лингапуру. Небо у нас сейчас в дымке в Камбодже, потому что крестьяне жгут траву. Ну, как траву, так и солому на рисовых полях оставшуюся. Ну, вот. И из-за этого видимость вдаль так себе. Вот это вот безобразие будет продолжаться где-то до марта, а сейчас у нас середина января. Вот так вот. Хотя вроде так запаха не ощущается горелого, но тем не менее, мне кажется, уже просто нос привык, и поэтому уже просто не замечаешь. Ну вот я доехал до главной дороги. Там впереди у нас Пном-Кулен, которого не видно из-за дымки. Пном-Кулен — это горное плато. Вот. Ну, а мы сейчас поедем по вот этому прекрасному асфальту. Вообще классно, конечно, что в Камбодже в последнее время очень много дорог асфальтировали. Многие дороги даже заново проложили. То есть прям сейчас одно удовольствие путешествовать по Камбодже на мотобайке. Потому что все-таки большую часть пути ты едешь вот по такому вот ровнейшему, прекраснейшему асфальту. А вон жгут, кстати, видите? Сейчас посмотрим, что они там жгут. Вот сейчас вот по всей стране вот это вот происходит безобразие. Видите, просто какой-то костер развели и жгут там листву. Ну, а мы должны всем этим дышать. Вот там, я не знаю, видите вы сейчас плато Кулен или не видите. Я вижу сквозь дымку. Но вот смотрю в монитор камеры, что-то не особо вижу. И там на плато Кулен тоже находится один из древних городов. То есть там часть плато, очевидно, была срезана. Она прям плоская, вот восточная часть плато. И там много разных археологических объектов, типа храм. Есть также большая латеритная пирамида, много барельефов, вырезанных прямо в камнях, прямо в скалах. В общем, тоже потрясающее место, до которого я пока еще толком не добрался.
потому что, чтобы там что-то изучать, это надо прям в такой серьезный поход желательно отправляться. Ну ничего, ничего, время у нас есть. На самом деле Камбоджа такая большая в плане количества археологических объектов, что тут можно путешествовать всю жизнь. Представляете себе, всю жизнь. Ну вот как говорят, что найдено якобы только 2000 объектов, и еще где-то 2000 предполагаются, которые не найдены. На самом деле объектов десятки тысяч. Просто они не учитывают маленькие объекты, которые разбросаны буквально везде, то есть по всей территории Камбоджи. Они не отмечены на картах. Я, кстати, тут недавно нанес один новый объект на карту Google. Это каменоломня недалеко от комплекса Бен-Мелия. Там очень много каменоломен, но на картах Google их практически нет. То есть их там практически никто не наносил. Ну, я решил начать исправлять эту ситуацию и буду потихонечку, наверное, все-таки наносить их на карту. Ну вот, пожалуйста, друзья, смотрите, вот оно, плато Кулен. Вот он, этот обрыв, несмотря на дымку, здесь его прекрасно видно. Я сейчас нахожусь в городке с названием Свай-Лы. Вот там тоже, кстати, находится один из объектов, которые явно принадлежат комплексу Коке, до которого нам еще ехать, ну не знаю, километров 40, наверное. Дело в том, что вообще рассказывают историки, что вот этот город Лингапура, Коке, занимал площадь 81 квадратный километр, ну то есть такую крохотную площадь, можно сказать. Ну, после того, как были произведены съемки с помощью технологии лидар, конечно же, оказалось, что город был значительно больше. И вот я сейчас в 40 километрах практически от него нахожусь, а здесь находится объект, который, ну, по архитектурному стилю однозначно относится к Коке. Ну, историки у нас, как обычно, выдумывают всякие сказки. А я здесь не просто так остановился, я хочу кофе выпить. Потому что ехать еще долго, и кофе совсем не помешает. Кстати, прекрасная погода, вообще не жарко. Я довольно тепло одет, но еду вообще прохладно, классно. Вообще обожаю такие поездки, поэтому если хотите присоединиться ко мне, то приезжайте. Я вас тоже покатаю по самым интересным местам. Так, ладно, все, пьем кофе. Вот здесь у нас, видите, такое кофейное заведение. Сейчас спросим. Сустай? Американо мой. No, no, I. Ацко. Да, кстати, когда заказываете кофе в Камбодже, всегда уточняйте, чтобы он был горячий. Потому что по умолчанию вам, скорее всего, подадут со льдом. И без сахара, тоже очень важно сказать. Не знаю, сколько он стоит, $1, наверное, сейчас посмотрим. Булочки всякие продают. И это авокадо местное, кстати, это авокадо такой мягкий. Прикольно. No. Акон? Да, кофе стоил $1. Сейчас, наверное, можно даже здесь присесть. Такие вот маленькие совсем стульчики. О, какой прекрасный кофе, крепкий. Ух. Ну ладно, сейчас попью и двину дальше. Я добрался до Лингапуры, до Коке. Здесь вот продают билеты стоимостью $15. Но я уже неоднократно вам показывал.
Вот, мне билет не нужен, у меня есть бесплатный билет. И вот она, собственно, карта. Вот она, карта этого города. Вот обратите внимание на вот эту дамбу. По ней сейчас проложена дорога, да, то есть вот эта дамба, она была вокруг города. Там наверху еще одна дамба. То есть тут целый комплекс, гидротехнический комплекс с огромным количеством водоемов, дамб, которые только-только начинают исследовать. Дело в том, что, понимаете, когда я сюда приехал в 2009 году, то мы планировали попасть тоже сюда, в Куке, то есть в Лингапуру, но это был сентябрь, то есть разгар сезона дождей, и ни один водитель не согласился нас сюда везти, то есть дороги никакой не было. А это 2009 год, заметьте. Сейчас мы проедемся по некоторым объектам, где я видел раскопки месяц назад, вот, и посмотрим, что они там накопали. Первая точка у нас один из самых посещаемых объектов в Куке. Просад Прам, Прам по-кхмерски 5, да, и здесь мы видим 5 башен, но это я уже неоднократно вам показывал. Вот. Зачем же мы сюда приехали? А затем, что здесь тоже были раскопки. Вот это все было когда-то засыпано, ну раз мы сегодня снимаем про раскопки, то покажу и это, хотя это уже у меня было в видео. Вот. Это все не видело свет несколько столетий. То есть это было раскопано только в прошлом году. Представьте себе, ну где-то весной прошлого года. И видите, оно все такое светлое. Все такое светлое. Везде декор. Может быть и не самый фантастический декор из всех, которые мы видели. Но тем не менее он есть везде. Вот. И там внизу тоже увидите декор. Давайте сейчас обойдем. Вот это все было под землей. Представляете, это все было под землей. А здесь декор исчезает. Здесь мы видим только вот такие вот пропилы и больше ничего. То есть все это недостроено. 3 башни стоят на одном постаменте. Ну и вот там кусочек еще не расчистили. Вот, видите, немножко расчищают все эти храмы, но, к сожалению, еще их планируют и реставрировать. Ну, посмотрите, как вот здесь явно промышленным каким-то способом все это было сделано, согласитесь. Согласитесь. Даже к гадалке не надо ходить, чтобы это понять. И сейчас я вам тут еще кое-что покажу. Но так как у меня это уже все есть на видео, других видео, то я надолго здесь не задержусь. И покажу вам вот эти вот чудесные йони. Ну вот, посмотрите. Так, как мне встать так, чтобы... Вот это совершенно идеальный экземпляр. Он практически отполирован, но здесь мы сейчас видим некую патину, но тем не менее поверхность, конечно, абсолютно зеркальная. Вот тут получше видно. Вот, посмотрите, я убираю песок. И тут просто идеальная гладкая поверхность. И надо вам сказать, что с песчаником не так-то легко добиться вот такой вот гладкой зеркальной поверхности. Почитайте о песчанике и поймете, что это на самом деле не такая легкая задача. Но это песчаник очень мелкозернистый. То есть его специально таким подбирали, мелкозернистым. Вот, чтобы можно было добиться вот такого эффекта идеальной гладкости. Мы такое очень редко на самом деле видим в Камбодже. То есть это наиболее древние артефакты, так официально считают археологи. Вот. Здесь у нас, видите, все аккуратненько вырезано. Вот след пропила, явный след пропила. Пойдемте дальше. Здесь еще один такой же объект. Вот, пожалуйста, та же самая история. Ну, здесь, кстати, не такая гладкость, как на той йоне, но это, возможно, из-за того, что просто сверху патина. Вот и здесь мы видим вот такие вот, видите, вот такие вот пропилы. Все очень технологично, никаких тут вам зубил, ничего. Никаких тут вам зубил. Посмотрите, как это здесь сделано. Вот. Смотрите.
Посмотрите на это. Ну тут реально, да, действительно, поверхность безумно зеркальная, гладкая. То есть вот тут сверху это просто налет патины. Ну вот это то, что сейчас откопали в прошлом году. Они на самом деле торчали в земле, эти иони, и их откопали. Ну ладно, давайте поедем дальше, потому что это я вам только для затравочки показал. Сам комплекс, конечно, безумно красивый. Знаете, ну вот это чудо. Особенно вот это, конечно, мне нравится. Это библиотека, так называемая библиотека, которая никогда не была библиотекой, но тем не менее. Вот, ну ладно. Поедем дальше. Везде висят вот такие вот щиты. Это значит, что здесь расчищали от мин. Давайте подойдем. Вот это, кстати, старый знак, еще я не знаю, каких годов. А вот это новый. Значит, здесь в 23-м году производилась расчистка на площади 325 квадратных метров. Вот оно, минное поле. Правда, не написано, что они там нашли, но искали с помощью крыс. Видите, вот это Апопо Mine Action. Это такие крысы африканские, которые гораздо лучше собак находят эти мины. Ну и плюс они легкие, ну крысы сами по себе легкие и не подрываются. А здесь вот такие вот пейзажи, очень осеннего вида, согласитесь, прям очень осеннего вида. Ну, на самом деле тепло. Хотя я бы не сказал, что жарко. На самом деле эта зима, она вообще холодная. Мы тут месяц вообще мерзли, по-настоящему мерзли, это не шутки. Вот, сейчас потеплело, но так как Коке находится выше, чем долина, где находится Анкор, то здесь, в принципе, и сейчас прохладно. Ну, относительно прохладно, где-то под 30, я не знаю, 29, может быть, градусов, так по ощущениям, не больше. Вот, ну, давайте поедем дальше уже. Так, конечно, это все выглядит достаточно жутко. И, кстати, здесь все-таки до сих пор много мин, поэтому совершенно не рекомендуется здесь гулять. Расад Крахам мы проезжаем мимо, потому что там никаких раскопок не было в последнее время. Очень много людей. Тут, конечно, потрясающий объект. Да, был когда-то большой лингам. Там сейчас целая группа. Но тут раскопок тоже не было. Поэтому мы поедем дальше. Все эти объекты вы все можете увидеть у меня на канале. Уже много видео о Коке. Вот, смотрите, плейлист. Я выложу в описании к этому видео плейлист Коке и можете смотреть. Мы сейчас объезжаем большой водоем Рахаль, он называется. Ну, его не видно сейчас, он вот там, куда я вам показываю, да, такой большой прямоугольный водоем. Так, здесь что-то очень много машин. Просад Хтум, просад Дамрей. Здесь нам тоже делать нечего. Там тоже не было никаких раскопок. Едем дальше. Ну вот еще до недавних пор считалось, что Коке был ограничен примерно вот этим прямоугольником, по которому я еду.
да, до недавних пор, а сейчас уже никто и не понимает, где же этот Коке начинался, где он заканчивался. Сейчас уже никаких границ, никаких даже условных границ этого города нет. О, тут, конечно, ездить, блин, идут одной рукой, как обычно. Ай, шлем сейчас вылетит из корзины. Вообще потрясающе ехать, такой прохладный ветерок, так непривычно для Камбоджи. В общем, конечно, кто этой зимой не приехал, тот очень много пропустил. Очень-очень много пропустил. Потому что в такую погоду только и надо обследовать все эти археологические объекты, все эти монументы. Так, насколько я помню, здесь просад Чрап у нас тоже не было никаких раскопок, поэтому не будем останавливаться. Просад Чам Рей. Просад Чам Рей. Нет, там тоже ничего не было. Или было? Сейчас я все-таки заскочу туда, потому что в этом объекте я давно не был. Опс. Маленько меня подзанесло на песочке. Давайте прям к нему вот так вот и подъедем. Одинокая кирпичная башня. Но это, конечно, не то, чем славится Коке. Да, он славится не одинокими кирпичными башнями, а наоборот, мегалитическими сооружениями. Вот когда строили эти кирпичные башни, не очень понятно. Ну, тут у нас, как обычно, постамент из латерита, да, и на нем возведена вот эта вот башня. Здесь единственное, что мы можем увидеть, это вот этот вот плохо сохранившийся, но когда-то очень красивый барельеф. Внутри у нас небольшая, неглубокая шахта. Вот следы засыпа. Ну, засыпа тут вполне натурального, скорее всего, происхождения. Я раньше был сторонником катастрофического засыпа, но сейчас я больше склоняюсь к тому, что этот засып образовался просто сам на протяжении столетий. Ну и здесь какой-то у нас полуразложившийся постамент. Вернее, йони. Вот носик йони. Ну, в общем-то и все. Да, здесь раскопок мы никаких не видим. Вот, поэтому остановились и поедем дальше. Что-то интересная структура у кирпича, да? Здесь, кстати, в Коке интересные кирпичи, они больше, чем в других местах Камбоджи. И мало того, здесь можно найти иногда кирпичи с внутренними замками. Не знаю, здесь, может быть, мы ничего и не найдем, скорее всего. Но в других местах я видел кирпичи с внутренними замками. То есть так, как они с камнями обращались, с песчаником, да, также здесь в Коке обращались и с кирпичом. Ну, тут покладки можно, кстати, посмотреть.
Ну, тут обычная вроде кладка, хотя нет, вот тут, видите, вот этот уровень, он ниже, чем вот этот. Вот он, внутренний замок в кирпиче. Ну, больше я вам здесь, наверное, не найду. Ну, представьте себе, да, где-то 1000 лет, больше, может быть, вот этой кирпичной кладки. Кирпичи тоже интересные, смотрите, у них прям камушки внутри. И при этом они не разваливаются. В общем, с кирпичами, да, очень интересно, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал «Друг Аркадий». Там я как раз и размышляю над всеми этими вопросами. Ну, потому что в видео, знаете, так вот сразу, когда снимаешь, не все приходит в голову. Потом уже заканчиваешь съемки, думаешь, ой, блин, это не сказал, это не сказал. В общем, ничего не сказал в итоге. И тогда я уже сажусь и пишу статьи в своем телеграм-канале «Друг Аркадий». Кстати, эти же статьи выходят на Бусти только раньше. Точно так же и видео, которые выходят на Ютубе, на Бусти они тоже появляются раньше. Поэтому, кому не жалко 200 рублей в месяц, тот может подписаться на Бусти, и тем самым вы поддержите наши такие довольно-таки затратные и тяжелые экспедиции. А мы едем дальше. Вот в этом объекте хоть и нет раскопок свежих, но тем не менее я хотел показать вам, тем, кто еще не видел видео на моем канале, хотел показать вам вот эти вот чудные мегалиты. Ну, например, вот эту вот колонну, вернее, колонны, да? Вот они, мощные колонны высотой, сколько тут, 4 метра, не меньше. Да, и вот здесь, пожалуйста, тоже такая же колонна валяется. Вот. Вся эродировала. Сколько лет этим колоннам никто не знает, потому что все-таки исследователи в последнее время уже начинают наконец-то отвергать официальную версию о строительстве этого города. Официальная версия говорит нам о том, что строился он чуть ли там не за 10-20 лет. Смешно, очень смешно. Но тем не менее. Вот, так что сейчас говорят, что, конечно, все эти мегалитические постройки значительно старше заявленного возраста. И кто и когда все это строил, мы не знаем. Мы просто не знаем. Вот хочу показать вам надпись корявую. Здесь, кстати, в Куке очень интересно. У них надписи вот на колоннах. Это на самом деле редкость. Вот видите, надпись на старокхмерском. Эти надписи, многие из них расшифрованы. Хоть, как видите, очень сложно тут что-то разобрать, но тем не менее многие из них расшифрованы, и нигде, ни в одной надписи не говорится ни слова о строительстве. И мало того, нигде, ни в одной надписи не упоминается строительство водной инфраструктуры, да, всех этих дамб, водоемов, которые впечатляют значительно больше, чем вот такие вот гигантские мегалиты, смотрите. Смотрите. Это просто что-то с чем-то. Это наверху находилось у нас. Вот оттуда сверху упала. Вот эта перемычка дверной коробки, судя по всему. Либо боковая часть. Но это, впрочем, и не важно. Да? Боковая, верхняя. Ну и вот такие колонны, которые мы видим в Анкоре, здесь в Куке, они в несколько раз больше. Я даже не знаю, во сколько тут, раз в 5, наверное, толще, чем обычные колонны, которые мы видим в Анкоре. То есть сплошные мегалиты, ну и стиль строительства такой, который не встречается больше нигде. Ну и вот эти надписи, конечно, на колоннах, они особо впечатляют, да, как я сказал, в принципе, больше мы практически нигде не встречаем надписи на колоннах. И эти надписи скорее говорят о заселении этих памятников, этих монументов. Не о строительстве, а именно о заселении. То есть кем-то когда-то это было покинуто, потом сюда пришли кхмеры, потому что надписей на старокхмерском очень много. Но здесь у нас как старокхмерский, древнекхмерский, да, можно так и так сказать, так и санскрит встречается. Но вот здесь вот очень много надписей именно на древнекхмерском. И датировки там как раз
X век, именно то, о чем нам и говорит официальная история. Но официальная история, она и написана по этим надписям, поэтому неудивительно. Да, якобы вот этот король Джайаварман IV в 921 году пришел к власти, вернее, как будто бы даже узурпировал эту власть, и потом построил вот это все гигантское великолепие. А их бесчисленное количество, этих объектов-то, бесчисленное. То есть только здесь их несколько десятков вокруг центрального водоема. А сколько за пределами, а сколько еще не найдено. Ой, друзья, вот я сегодня попробую добраться до как раз такого объекта, где вообще никогда никто не бывает в силу недоступности. Ну ладно, едем дальше. Линга, да, меня это слово остановило. Здесь действительно должен быть лингам, то есть это один из множества, ну, таких совсем маленьких объектов, да, которые практически вообще никогда никем не посещаются, и здесь, тем не менее, есть кусочек лингама. Этот объект у нас находится на берегу Барая, то бишь водохранилище, вот там оно водохранилище. И здесь как раз именно по берегу водохранилища очень много расположено лингамов, причем вот это крохотный. Вот тут мы видим прям крохотный лингам, как бы по анкорским меркам это гигантский лингам. По меркам Коке это крохотный лингам. Давайте посмотрим, где он находится. Находится он вот на таком вот основании. Тут очень странно все, видите, кирпич идет, а потом сверху лежит эта плита. То есть это могли какие-то древние, назовем их, реставраторы, перестройщики соорудить, конечно. Ну и вот здесь вот у нас лингам. Не очень понятно. Его пытались, может быть, отсюда срубить и утащить, не знаю. Вот тут еще одна иония лежит. Может быть, этот лингам с этой иони, например. Почему бы и нет. То, что эти лингамы расположены на берегу вот этого Барая, заставляет задуматься не только нас, а серьезных ученых, официальных ученых, заставляет задумываться о том, что лингамы имели какое-то отношение к воде. Вот какое, непонятно. То есть через них как-то проходила вода, вот куда проходила, куда она дальше шла, для каких целей ее использовали. Вот тут уже можно гадать как угодно, потому что ни у кого ответов, конечно, на этот вопрос нет. Ладно, мы же все еще ищем раскопочки, да? Так давайте поедем дальше. Поедем раскапывать. Вернее, смотреть то, что другие раскопали. Взял с собой 2 бутылки воды, ну небольшие, правда, но все равно ни одного глотка не сделал. Причем я ведь еду в рубашке, в футболке еще такой плотной, и вообще не жарко. Погода, конечно, супер. Я надеюсь, что и следующая зима будет такой. Но не факт. Но вы все равно собирайтесь, приезжайте, пишите мне на почту, лучше всего на почту. Да, почту у нас еще никто не додумался блокировать. Друг Аркадий, @yandex.ru. Так. Ну вот, еще один объект. Но здесь раскопок не проводилось, просад Бэнг. Здесь нет никаких свежих раскопок, наверное. Давайте мы посмотрим, быстренько проедем вокруг. На то, кто знает. Может, и были. Ну ладно, давайте остановлюсь. Посмотрим. Ничего свеженького не раскопали, потому что раскопать могут где угодно, да, тут то, что я видел месяц назад, не факт, что тут ничего не добавилось.
Ну, опять вот эти гигантские мегалиты. Ну, тот, кто, опять же, смотрит мой канал, тот знает, да, что ничего в этом удивительного нет. В этих потрясающих мегалитах их здесь тьма. Ну и здесь вот некое подобие каких-то бассейнов было, судя по всему. Ну, опять же, все это я уже показывал вам, да, тоже чудесный мегалитический постамент для 3 чего-то, 3 лингамов, может быть, вполне может быть. Вот. Интересный узор, у меня такое ощущение, что я такой узор, вот именно такой, по-моему, не видел. Ну, не знаю, может, и видел, но очень античного вида, да, узорчик. Да здесь все такое очень странное. Ну вот посмотрите, какие блоки лежат мощнейшие, которые окружают этот бассейн. Что с той стороны, кстати? Ага, тут у нас идет сплошной декор. Красота. Красота. Ну и реликварий. Наш любимый кубик, да, который находился всегда под лингамом. Это не лингам, это с забора. Кстати, забора здесь не вижу, но тем не менее он, наверное, был. Забор могли и разобрать. Да, вот такие штуки, это как бы закрытый бутон лотоса, они находились как раз на заборе, украшали его. Как пики такие, знаете. Ну и вот тоже такой немаленький блок, который был когда-то каким-то постаментом. Ну да, кстати, тот узор действительно, который я только что увидел, необычный. Не встречал я, наверное, таких, но буду обращать внимание. Может быть, и найду похожий. Потому что иногда я так тоже, знаете, могу наврать легко. Иногда я в своих видео говорю, что ой, я этого никогда ни в одном храме не видел. Потом сижу, монтирую. И такой, блин, ну как ты не видел-то? А там ты видел, там ты видел. В общем, так что доверяй, но проверяй. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, да, потому что свои статьи я пишу очень долго. Как правило, уходит минимум полдня, а то и 2 дня уходит на написание одной небольшой статьи, потому что я все 10 раз перепроверяю, чтобы не наврать там чего-нибудь вам. Ну вот, и там информация более-менее все-таки точная. Ладно, поехали искать раскопки-то уже. Найдем мы их уже когда-нибудь. Поехали, поехали в лес за орехами. Подножку не убрал? Убрал. Вот, знаете, есть мотобайки, где, если ты не убрал подножку, ты его не заведешь. Ну вот к этому мотобайку это, к сожалению, не относится, поэтому часто видишь людей, которые едут с опущенными подножками. Так, вот, кажется, мы наконец-то добрались до того места, где производились свежие раскопки. Да. Ну, давайте сюда и зайдем. Сейчас мы припаркуемся где-нибудь. Шустай. Так. Ну вот, просад Крачап. Здесь как раз проводились масштабные раскопки. И сейчас я вам покажу, что здесь нарыли. Ну, нарыли в первую очередь, конечно, вот это. Это у нас часть фронтона. Часть фронтона. Тоже часть фронтона. А вот это центральная часть фронтона. Все, конечно, гигантского размера. Но вот это вот выше меня сантиметров на 50, наверное. То есть больше 2 метров в высоту. Вот этого льва тоже выкопали. Видите, когда оно достается из-под земли, оно все такое светленькое, без патины. Я не очень понимаю, когда же это все было засыпано
если оно такое светленькое. Здесь можно ходить, а вот внутрь заходить нельзя. Там сидит дед, и если он останется, а он остался, сейчас он увидит, что я пошел не туда и, наверное, прибежит. Вот видите, все эти блоки, вот это все было раскопано, вот это все было под землей, да, то есть вот сейчас они обнажили пол. А вот там вот у нас археологи обосновались в этой палатке. А вот там человек лежит. Видите, раскопки — это, конечно, все прекрасно. Но вот реставрация — это уже, конечно, лишнее. Ну вот, собственно, здесь у нас лесенка, которую археологи оставили. Так как за мной никто не следит, то я сюда спущусь и быстренько попробую вам снять то, что я здесь увижу. Прекрасные какие замечательные колонны. Нам бы надо бы попасть вот сюда внутрь, на вот это центральное помещение. Вот настолько это было засыпано землей, то есть 2 метра примерно здесь высота засыпа. И давайте быстро зайдем внутрь, пока нас никто не увидел. Здесь несколько постаментов мы видим, которые тоже откопали. Вот. Там у нас что? Надо по доске вот по этой пройти. Ладно, никто меня не видит. Хорошо. И мы здесь видим, смотрите, перевернутый реликварий, который находился вот здесь, внутри. Вот так вот это все было расположено. Вот этот кубик, да, это реликварий. Он перевернутый. Он перевернутый, а где у него отверстие? Опа. Нет, друзья, у него вообще нет отверстий. Вот это вообще странно. Реликварий без отверстий. Это как понять? Ну и вот здесь вот такой вот постамент. И вот этот, конечно, сумасшедший фронтон. Вот с богом, который сидит. Я не знаю, это гуси или это павлины. Хм. Интересно. Как понять? Ну, вот такое закрытое для посещения место, но так как здесь никто особо так рьяно не следит, тут у нас не Египет, не Турция, тут у нас все очень расслаблено, поэтому я сюда проник и показал вам. Вот они пол раскопали, смотрите, это были каменные плиты, идеально подогнанные друг к другу. Ну, не смотрите, что они на разных уровнях сейчас. Все-таки, извините меня, прошло там 1000 лет больше. А здесь вообще они разошлись. Но на самом деле это тоже полигоналка в основном. То есть они разные, эти плиты, как правило, в самых старых постройках. Класс. Просто класс. Все это было под землей. Представляете? И вот только-только увидела свет, еще даже
года не прошло, как это увидело свет. Ну а здесь покрытие было из блоков латерита. Тоже это очень плохо видно, да, из-за солнца. Тоже неплохой барельеф. Колонны, конечно, потрясающие, но все эродировано. Большие колонны. Но при этом крохотные ступеньки. То есть не подразумевалось тут хождение по этим ступенькам, судя по всему. Ну вот, а здесь у нас, кстати, постамент, платформа, на которой это кирпичное здание построено, скорее всего, значительно старше, чем это кирпичное здание. Ну, да, платформы, скорее всего, старше, чем сами здания, которые были сверху надстроены. То есть это, скорее всего, результат более поздних перестроек. Ну, вот они сейчас усиленно эти все кирпичные здания реставрируют. Ну и ладно, пусть реставрируют. Так, давайте сейчас где-нибудь выйдем. В принципе, там лестница стоит. Можно и там выйти. О. Видите? Упс, 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 упс. В этой траве все время кто-то шевелится. Но это, конечно, не змеи, а ящерицы. Всяческие. Ящерицы, гекконы. Мощный забор, конечно. Мощный забор. Фу, ну я аж вспотел от волнения. Очень классно это все разглядывать. Ну, особенно, да, после раскопок. Когда ты видишь то, что никто не видел на протяжении многих-многих столетий. Удивительно. Просто удивительно. Да, вот это все тоже было, значит, у нас раскопано. Ну, молодцы, что копают. Потому что тут, конечно, копать, копать и копать. Здесь же, видите, еще в 30-е годы, там Парментье здесь усиленно занимался, тоже француз, описыванием всех этих объектов, но как таковых раскопок особо здесь не проводилось. Вот буквально до последнего времени, представляете себе. Было очень много статуй в то время. Ну вот в 19 веке, в начале 20-го. Очень много статуй. И все это было украдено. Ну, в общем-то, ЦРУшниками это было украдено в годы гражданской войны, 70-е, 80-е, 90-е годы. Здесь, в общем-то, была местность, отданная на разграбление, потому что тут же никто не жил. Эта местность вообще как бы считается проклятой среди местных. Местность среди местных, да. Вот, поэтому тут никто не жил, только сейчас появилась пара деревушек. А так, да, были просто заброшенные места, приезжай да грабь. Ну вот они грабили, вывозили за границу. Сейчас здесь ничего уже не найдешь, если не копать. Только если копать. Ну что ж, двигаем дальше. Тут еще кое-что интересное есть, друзья. Так, ну вот просад Баланг-Дбонг. Давайте сюда сходим. Я вижу, что, похоже, здесь собираются уже все увозить или уже увезли. Блин, ну что ж я так поздно. Ну ладно, сейчас посмотрим. Вот так вот это выглядело, видите? Это был прям лингам с Йони. Вот. И сейчас посмотрим, что тут у нас сохранилось. А, боги, они уже вывезли, друзья. Здесь были найдены просто гигантские артефакты. Но сейчас посмотрим, что-то, наверное, все-таки осталось. Что-то, наверное, все-таки осталось. Надо было раньше приезжать. Вот я дурачок-то. Не подумал об этом. Цустай. Так, это у нас кусок постамента. Кусок постамента. Угу.
Вот здесь у нас стоял огромный кусок йони. Вот он лежит. Вот чтобы вы понимали, это у нас всего лишь одна часть йони. Он сейчас закрыт, я сейчас подойду к нему, и вы посмотрите. Вы посмотрите на размер. Вот я, и вот это всего лишь уголок от йони. То есть тут масштаб просто катастрофический. Я не знаю, сколько вот здесь метров. Доходит ли до угла, тоже ведь не факт, да? То есть если мы посмотрим... у меня сломалось. Нет, работает. Заедает постоянно. Ну вот до сюда где-то у нас получается 260 сантиметров. Но, скорее всего, это не конец, да? Скорее всего, оно еще дальше уходило. И это квадратная история, друзья. Понимаете, это квадратная история. И вот тут тоже, конечно, какие-то гигантские совершенно лежат куски чего-то. Вот, посмотрите. Тоже совершенно гигантские лежат куски чего-то. И вот это все они уже закрыли. Это куски от этой же йони, судя по всему. Да, то есть она была полностью разбита на куски. И вот они все позакрывали. А месяц назад оно здесь просто все так стояло. Вот, посмотрите, постаментище. Вы видите? Масштаб. О боже, где вы такое вообще увидите? Посмотрите, вот это постаментище. Опять же, наверное, только кусочек от него. Здесь еще был, кстати, огромный лингам. Но вот я его что-то не вижу. Я его что-то не... вот он, вот он. А здесь они, посмотрите, они здесь склеивают кусочки. Правильным делом занимаются, смотрите. Видите? Аккуратненько склеивают найденные кусочки, и, может быть, когда-нибудь это все обретет первоначальную форму. Вот он, лингамище. Давайте мы его измерим, чтобы не быть голословными. А то я вам говорю большой, а может он маленький, скажете вы. Так, здесь у нас получается 75 сантиметров, а в длину он у нас получается 230. Вот, 75 на 230. Вот такой вот совсем не маленький лингам. Ну, давайте на него ближе посмотрим. Вот он. Отлично. Отлично все сделано. Ну, конечно, эрозия, да, эрозия постаралась. Здесь еще, видите, такой пропил аккуратный. Здесь у нас восьмиугольная часть, и здесь у нас квадратная часть. То есть квадратной частью он находился в йоне, вставлялся в йоне. Под ним находился реликварий, кубик. Где-то здесь, наверное, тоже лежит, не знаю. Вот, потом идет восьмиугольная часть. И потом вот такая цилиндрическая часть. Ну, как нам рассказывают господа индуисты, да, вот эта часть, это у нас Шива цилиндрическая. Восьмиугольная — это у нас Вишну, ну и квадратная — это бог Брахма. Что это на самом деле, мы, конечно, не знаем. Мы, конечно, не знаем. Так, здесь у нас тоже какие-то постаменты. Да, все закрыто, все закрыто. А жаль. А жаль. А, вот там еще что-то есть, наверное, да? Ну вот видите, совсем свежие раскопки принесли вот такой результат. И здесь мы как раз находимся на одной оси с пирамидой. Вот это тоже очень интересно. То есть тут все эти объекты построены не просто так, а по осям. Да, и вот это вот прямо ось, которая ведет к пирамиде. Но это не единственная ось. Вот там впереди водоем. Буквально в 100 метрах от того места, где я стою сейчас, да, там уже начинается водоем. За водоемом там уже у нас пирамида. Так, здесь вот видите как раз какой-то
небольшой раскоп и непонятный объект, найденный в этом раскопе. Да. Сколько копали, да, вот можно посмотреть. Не так уж и много копали, как видите. То есть это все буквально у поверхности земли находилось. Ну что ж, будем ждать, когда они все это склеят, отреставрируют и, наверное, все-таки не увезут это куда-то в запасники. Ну, раз склеят здесь. Или думаете, они склеят, а потом в запасники увезут? Ну, такое тоже возможно. Но мы будем надеяться, что этого не произойдет. Да, вот такая потрясающая история, друзья. Новые раскопки в замечательной Лингапуре. Боже мой. Я прям не верю своему счастью, что наконец-то этот процесс начался. Да плевать уже на эту реставрацию кирпичных башен. Пусть они их уже реставрируют. Не так уж они и ценны, скажем прямо. Вот. А, конечно, когда они вставляют блоки песчаника в древнюю постройку, это уже другой вопрос. Ну, здесь до песчаника, боюсь, не скоро дойдет, если вообще дойдет когда-нибудь. Ну что, друзья, я-то буду двигаться дальше. Этот ролик заканчивается, ну, а мне еще предстоит ехать очень и очень далеко. То есть, как очень далеко? 20 километров, на самом деле, на север от Лингапура. Там находится пирамидальный объект, очень интересный, очень большой. Но эти 20 километров я поеду по дороге, которые не существуют практически. То есть это вот одна маленькая тропинка. И, как я в начале ролика уже упоминал, в прошлом году попытка доехать до этого объекта у нас не увенчалась успехом. Я надеюсь, что сейчас у меня все получится. Ну что, друзья, пожелайте мне удачи и ждите следующий ролик. И подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий. И подписывайтесь на Бусти. И огромнейшая благодарность моим подписчикам на Бусти, кто уже подписался и кто поддерживает нас в нашем нелегком деле. Всем пока, до новых встреч.